Всем привет! Сегодня у меня необычный выпуск. Я поделюсь с вами моими кулинарными секретами, которые по-настоящему помогают мне на кухне. Здесь не будет лайфхаков в стиле вырезания разных приспособлений из пластиковых бутылок и коробок из-под сока. Я поделюсь своими ценными секретами, которые действительно помогают мне на кухне и которыми я на самом деле пользуюсь уже много лет. Давайте начнем. Мой любимый крем для разных десертов – заварной. Но с ним обычно много возни, нужно все отмерить и взвесить так, чтобы точно соблюсти пропорции и так далее. Я придумала для себя смесь, которая позволяет приготовить этот крем меньше, чем за 10 минут. Сейчас расскажу, как ее готовить и как ей пользоваться. В большую чашу высыпаю 800 граммов сахара. Здесь мне понадобится яичный порошок 130 граммов. Я покупаю его в магазине для кондитеров, но можно и в интернете заказать без проблем. Отправляю его к сахару. Сюда же 330 граммов кукурузного крахмала, для десертов лучше использовать именно кукурузный, 40 граммов ванильного сахара и немного соли, примерно 1/3 чайной ложки. Тщательно перемешиваю. Я эту смесь использую, когда нужно немного крема или времени мало, ну или просто лень, что тоже иногда случается. Перекладываю смесь в банку. У меня банка объемом 3,3 литра. Важно, чтобы она была плотно закрыта. Храниться может несколько месяцев при комнатной температуре, но у меня обычно заканчивается за пару месяцев. В использовании эта смесь очень проста. На пол-литра молока мне понадобится 230 граммов смеси, но весы я не использую. Для себя я знаю, что это вот такой стакан, слегка неполный. Высыпаю смесь в кастрюлю с толстым дном и сюда же добавляю немного молока от общего количества, граммов 100 примерно. И тщательно размешиваю. Остальное молоко ставлю в микроволновку минуты на 3. Нужно, чтобы молоко было очень горячее. Вливаю его при помешивании в смесь и включаю плиту на медленный нагрев. Завариваю при непрерывном помешивании. Через 2 минуты крем начинает густеть. Провариваю еще минуту и выключаю. Я зачастую использую его в таком виде, не добавляю больше ничего. Но, конечно, после остывания можно добавить сливочное масло или смешать со взбитыми жирными сливками для более стабильной структуры и сливочного вкуса. В общем, работать как с обычной заварной основой. Не буду далеко уходить от десертов и расскажу еще об одном простом секрете. Несомненно, все знают и умеют делать панировочные сухари, но помимо обычных я готовлю еще и сладкие панировочные сухари. Зачастую после приготовления коржей для торта или пирожных остаются обрезки. Их можно и съесть, конечно, а можно использовать для сладких панировочных сухарей. Нарезаю потоньше и отправляю на противень. Для этих же целей и зачерствевшее печенье пригодится, не пропадать же ему. Сушу в духовке при 100 градусах полчаса примерно. Все хорошо просохло, можно перемалывать. Хорошо просушенная крошка прекрасно хранится при комнатной температуре в герметичном контейнере. Использую ее для приготовления разных десертов, обсыпки тортов, панировки сырников. Сырники обваливаю в крошки и обжариваю на медленном огне до готовности. Вот для примера самый простой десерт, который я часто готовлю с этой крошкой. На дно креманки любой крем или даже йогурт. У меня тут, кстати, заварной крем из сухой смеси, но зачастую использую оставшийся лишний крем при приготовлении тортов или пирожных. Затем пару ложек крошки, снова крем. Любые ягоды, у меня замороженная черная смородина, слой крема, бананы, еще раз крем и сверху крошка. Вкусно, просто и быстро. Кстати, под случай поделюсь советом, как быстро привести в форму недозревшие бананы. Я их отправляю в духовку при 120 градусах минут на 15, если бананы из холодильника, и минут на 10, если они комнатной температуры.
Ориентируюсь по кожуре. Она почернела с краев. Конечно, банан не прогреется до такой степени, чтобы испечься. Внутри он просто теплый. После духовки он будет мягким и спелым. Способ проверенный. А следующей идеей я пользуюсь уже лет 10, наверное. Мы часто едим разные крупы, и почти каждое утро начинается с молочной каши. Вот здесь, например, наша любимая каша «Дружба», в основе которой пшено и рис. Помимо этих круп мы и многие другие едим, но именно на их примере я покажу, что я делаю с разными крупами после покупки. В каждой из этих чаш по килограмму круп. Я хорошо промываю всю крупу и максимально, насколько это возможно, сливаю воду. Перекладываю в 2 разных противня на тефлоновый коврик, а если его нет, на тонкое полотенце или хлопчатобумажную ткань. Просушиваю в духовке при 100 градусах с конвекцией около часа при регулярном помешивании. Когда тефлоновый коврик под крупой высох, прибавляю нагрев до 130 и при периодическом помешивании прокаливаю еще минут 15. Пшено полностью просохло. Пересыпаю его в банку и храню как обычно. То же самое с рисом. Вкус каши из такой крупы более мягкий, но в то же время насыщенный. Да и теперь перед приготовлением каши не нужно мыть крупу, и готовится такая каша быстрее. Можно применять этот способ и к другим видам риса, к гречневой и перловой крупе и к некоторым другим. Не могу не напомнить здесь о загустителе для соусов. Я показывала его однажды в одном из выпусков о заморозке. Но так как он многих заинтересовал и в то же время вызвал много вопросов, я еще раз о нем расскажу, в том числе о том, как его применять. Готовится он предельно просто. Для этого 220 граммов муки обжариваю в 170 граммах растительного масла. Храню я его в морозилке. Такого контейнера мне хватает на месяц-два, но храниться может и полгода. Я привыкла им пользоваться, это очень удобно и очень просто. Вот тут, например, я готовлю фрикадельки в томатном соусе. Чайную ложку загустителя размешиваю в соусе, и он сразу начинает густеть. Остается добавить соль, специи и готово. Он не оставляет комочков и равномерно распределяется в горячей жидкости. Никакой лишней возни и никакой химии. Очень советую взять на вооружение. Скажу пару слов о зелени. Кроме цветов, на моем кухонном подоконнике растет микрозелень. Это просто полезно, красиво и вырастает она очень быстро. Вот тут, например, горошек и руккола. Кроме этого, часто выращиваю редис, свеклу, базилик, красную капусту. Если вам интересна эта тема, пишите в комментариях, и я обязательно напишу статью в своем Яндекс.Дзене, где расскажу подробнее о том, как я ее выращиваю, или даже сниму отдельное видео на эту тему. Думаю, всем известно о пользе микрозелени, а мне она нравится еще и тем, что любое самое простое блюдо с ней, салат или закуска, становятся более симпатичными и оригинальными. Например, обычное фаршированное яйцо теперь выглядит гораздо наряднее и более празднично. Кстати, у меня есть рабочий совет, как почистить вареные яйца так, чтобы они были ровные. Вначале, как обычно, заливаю холодной водой и после закипания варю 7-8 минут. Затем несколько минут охлаждаю холодной водой и под водой до трещин обстукиваю их со всех сторон. Чищу обязательно, тоже под водой. Этот способ срабатывает практически всегда. И по моему опыту, это самый действенный способ. Теперь расскажу о лимонах. Если вы не сталкивались никогда с лимонным сахаром, попробуйте, это несложно и необычно. С 5 лимонов снимаю цедру. Конечно же, лимоны предварительно должны быть хорошо вымыты и обсушены. В результате вот столько получилось. На 5 лимонов беру 500 граммов сахара. Отправляю к ним цедру и тщательно перемешиваю. Теперь высыпаю на противень, застеленный пергаментом, и отправляю в духовку, разогретую до 100 градусов, при этом включаю конвекцию. Периодически нужно будет перемешивать.
Через 1,5 часа достаю. Кстати, сушить можно и в дегидраторе тоже. Этот сахар можно измельчить в блендере, и получится восхитительная лимонная пудра для десертов и выпечки. Так я и поступаю периодически. Но зачастую использую в таком вот виде для добавления в холодные напитки, в чай и даже в выпечку и крема. Храню в стеклянной банке при комнатной температуре, как обычный сахар. Но цедра и сама по себе очень ценный лимонный ресурс, поэтому я предпочитаю иметь небольшой ее запас в чистом виде в морозилке. Замораживать удобно ее в маленьких формочках для льда. Помимо лимонной цедры замораживаю цедру и других цитрусовых по возможности. Вот сегодня, например, я выжимала апельсиновый сок, и чтобы ничего ценного не пропало, предварительно снимаю цедру и тоже замораживаю. Храню замороженные кубики в контейнере с крышкой и использую как и свежую цедру в выпечке, в десертах, в салатах, при приготовлении рыбы и овощей. После этого остаются лимоны без цедры. Долго они не пролежат в таком виде даже в холодильнике. Я расходую их на сок. Когда лимонов много, мне проще использовать электрическую соковыжималку, но ради одного лимона я, конечно, ее не достаю, пользуюсь ручной соковыжималкой. Сок разливаю в формы для льда разного размера и замораживаю. После заморозки хранить нужно в закрытой емкости. Такой лед можно использовать как обычный лимонный сок в выпечке, салатах, маринадах, напитках и так далее. Также лимоны без цедры можно порезать, разложить по формочкам и залить питьевой водой. Затем заморозить. Храню в контейнере под крышкой, но можно и в герметичных пакетах хранить. Такой лед очень удобен для нас. Мы не пьем чрезмерно горячий чай, а вот такой лед с кусочком лимона и чай охладит, и лимонный вкус и аромат добавит. Кстати, аналогичным образом я поступаю и с зеленью. Вот тут я раскладываю по формочкам порезанный укроп, заливаю питьевой водой и замораживаю. Вместо укропа можно так заморозить то, что нравится, петрушку или чеснок, например. Храню тоже в контейнере под крышкой. Такой лед удобно добавлять в очень горячий суп, например. И остынет слегка, и зелень в суп добавится. И последний на сегодня совет. Я часто при готовке использую чеснок. И часто пользуюсь именно печеным чесноком. Но, как правило, духовку ради одной головки включать не хочется. И я в таких случаях предпочитаю иметь запас. Это и время экономит, и под рукой всегда есть. Сейчас у меня в духовке готовятся овощи, рядышком с ними на решетку поставлю вот эту маленькую форму с 3 головками чеснока. 40 минут при 180 градусах будет достаточно. Чтобы было легко очистить его, срезаю немного с нижней части и выдавливаю в баночку. Заливаю растительным маслом и, как остынет, убираю в холодильник. Хранится такой чеснок может несколько месяцев, он не бродит и запах не портится. Использую для разных соусов, заправок, начинок для закусок. Вкус печеного чеснока намного мягче и не такой резкий, как свежий. Советую. Вот такой не очень стандартный выпуск сегодня получился, но я уверена, что он будет для многих полезным. И если вам не жалко, дорогие мои зрители, приоткройте и вы ваши кухонные секреты. Это не просто интересно, но еще и очень полезно для многих, в том числе для меня. Спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте лайк, если видео вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал. У меня еще много рецептов, которые вас удивят.